Здравствуйте, дорогие зрители. Сейчас 8 утра, Москва. Какое-то шоссе, не знаю, как оно называется. В общем, суть дела максимально простая. Дима Бандурка, он же кибертусовщик, он же, я не знаю, он же супер игрок из команды Team Spirit, пригласил меня в гости к своей команде. И сейчас мы направляемся к ним на базу. У них буткемп перед мажором, перед самым главным событием для каждого игрока в Counter-Strike. Его команде посчастливилось выйти на этот чемпионат, и мне очень хочется узнать, как они к нему готовились, чем они живут, как проходит их буткемп, ну и вообще, чего нам ожидать от их результатов. Ты менеджеришь бутерброды. Ты играешь снайперской винтовкой. И Саймону столько лет, что он здесь делает. Так, ну что, идем за грибами. Все любят через Амстердам. Амстердам — это очень красивый город. Что из себя представляет изнутри Дима Бандурка как игрок? Это гроза китайских таксистов. Ну, родители не видел уже год. Я видел ската, обосрался немножко, ну, пойдет. Как каждый кейсер должен мечтать выиграть Зевса. А теперь этот. Вадим, иди сюда. Здорово. Здорово. Как доехал? Отлично доехал. Не без мучений. Опять же, дети не скучают лететь с пересадкой в Минске. Как команда, как сам. Команда еще спит, я отлично. А временем уже... Время уже пора вставать как раз. Полдень, да, пора вставать. Вообще у вас, наверное, ночной праг был? Да, мы допоздна тренируемся. Поздно. А с кем тренировались вчера? Это секрет. Секрет, да? Ну, мы тебя распустим на эти секреты. Пойдем пообщаемся о команде. И Пойдем. Мы на кухне у Team Spirit. Мы еще дома, друзья, немного попозже вам покажем вообще, что в этом доме есть, что в этом доме нету. В общем-то, с нами Николай, Колян. Я его называю Колян, потому что мы с ним хорошие знакомые, действительно. Менеджер команды Руслан, который также с ней везде путешествует. Все это правильно. Да. Короче, ты с самого... Давай, да, поздороваемся на камеру, чтобы все было просто... Смотри, здрасте, да? Ты вообще с самого начала как бы этой организации, по сути? Да, на самом деле мы с ребятами сразу общались, когда только было изначально предложение от Spirit для них. И с того момента и работаем вместе. То есть у вас полная коммуникация? Ну да, как так. Никаких разногласий? Ну, сколько это по времени уже занимает? Уже 2 года. То есть вы 2 года все вместе? Да. Ну и ты. У вас одно время просто был Старик? Вообще с Костяком команда уже 3 года. То есть 3 сентября будет 3 года. А Костяк это... Ну это... Голди? Нет, это... Ну, в принципе, да, и Голди тоже. Это Бандурка, Сотов и Паша Колди. Вот. С ними 3 мы уже работаем вместе, получается, 3 года. Знакомы еще раньше, когда я еще в свое время поиграл. Знаешь, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, когда была про-серия еще на Старладере, Да. вы играли. Я играл с Давкостом и с Бандуркой. Да, это все... Так это Мы те... в Старсерию вышли как раз. Да. Мы играли там Блейд, и Блейд потом позвал Давкоста. Да. Я просто... Для тех, кто не знает. Я просто эти моменты как бы помню, то, что и там все смотрели, Ник Цертус у человека, и все такие, Цертус, Саймону столько лет, что он здесь делает. Ну и мы здесь зачем вообще? Мы здесь затем, чтобы приготовить, как это называется, похавать, позавтракать. Какие у вас есть вообще идеи насчет всего этого? Вообще, ну... Ты любишь фасоль? Вообще не очень. А фасоль? Ребята любят. А фасоль? Предлагаешь что-то? Я предлагаю яичницу, тосты, сделать яичницу с какими-то приколами, чтобы она была поинтереснее. Ну и можем, в принципе, приступить к этому моменту. У меня есть еще пару вопросов касательно всего, поэтому давай сначала мы, наверное, начнем. Давай. Что-то делать. Ты менеджер. Да. Ты менеджеришь бутерброды. Мы тренируем яйца. В общем-то, яйца должны быть крепкие. Я честно скажу, я вообще не эксперт там что-то приготовить, но яичницу может приготовить каждый. Вкусную яичницу тоже каждый. Поэтому ешьте яичницу. Как вообще тяжело менеджером-то быть? Вообще, можете сказать немного о своих обязанностях, что ты делаешь в команде? Да, на самом деле задача одна, чтобы ребятам было удобнее играть и не беспокоили всякие посторонние факторы. То есть ты им создаешь комфорт, определенный комфорт. Да. А если честно, пока они нас не слышат, уйди оттуда. Не сильно скромно они себя ведут иногда. Капризные. Ну как сказать? Нет, давай смотри, у тебя есть 5 человек в команде, и ты должен
выбрать самого капризного. Кто самый капризный в составе? У кого постоянно не та мышка, не та сенса, не тот ковер, там, не тот билет мне купили, не хочу летать через Амстердам. Да нет, у нас все любят через Амстердам. Ну, наверное... А почему? Почему бы и нет? Это нормально, да, я тоже люблю через Амстердам. Все любят. Все любят через Амстердам, это правда. Амстердам это очень красивый город. А так, ребята на самом деле непривередливые, но из всех, наверное, Паша. Паша? Да. Он любит, чтобы все было прям так идеально. Идеально. Да. Немного идеалист, но ты его, наверное, расстраиваешь, да, не троишь его на эти темы? Ну, главное, чтобы он через Амстердам летел, и все будет отлично. Ага, понятно. Я уже его налил. Опять же, как я сказал, я готовлю хреново, но попробую сделать вкусную яичницу. Оставил масло пока что греться. Ну и тренер, опять же, возвращаясь к тебе, Николай. Вопросов, конечно, если честно, очень-очень много к тебе, потому что, ну, первое, что мы уже обсудили, то, что ты давно в теме, вообще очень давно, даже еще раньше, чем CSGO и все такое. Как складываются твои отношения внутри команды с игроками? Коротко не ответишь. Коротко не ответишь, понимаю. Давай так, кто у вас за что в команде вообще отвечает? Ну, если говорить как бы чисто в игре, да, то в принципе я отвечаю за весь какой-то бэкграунд, за дисциплину, за направление, над которым мы работаем в тактическом плане, за индивидуальную игру, ну, практически за все, кроме каких-то микромоментов, да, потому что так как у нас есть капитан, очень хороший, да, я не хочу навязывать ему свое видение раундов. Я ему говорю, сделай, допустим, у нас не хватает в пуле раундов вот такой вот там, тактики, да, он ее придумывает, и я просто ее довожу уже там, по таймингам, по всем микромоментам до ума, чтобы она была, ну, скажем так, со стороны меня устраивала, да, и потом мы просто ее тренируем, смотрим, как она работает на браках, и решаем уже оставлять ее как бы или нет. Оставлять или нет, понятно. Да. Ну, со стороны она да. Ну, помимо этого всего прочего, это если от игры абстрагироваться, то все, что связано с какими-то психологическими там моментами и так далее, да, то есть, в принципе, с расписанием, все на мне и на Руслане, мы с ним сообща там решаем. То есть вы вместе постоянно. Да, мы все время в контакте, по сути, как бы команда это не 5 человек, которые все там видят, да, нас еще двое, и плюс еще куча стафа, которые спереди отличные сотрудники, которые помогают нам вопросы закрывать, чтобы не болела голова за всякие глупости. Перед первым яйцом. Вот перед первым яйцом вопрос такой. Если я не ошибаюсь, вы с третьей попытки выходите на мажор. Ну, опять же, как бы, что называть мажором, да, вопрос очень такой спорный, потому что мы третий раз едем на квалификации к мажору, потому что если вернуться к тому формату, который был там условно год назад, то это квалификация к мажору. И мы выходим на нее третий раз. Но на первый раз, дай бог, что никаких форс-мажоров не будет, все будут здоровы, все будет хорошо, пойдем туда полным составом. Потому что в первый раз у нас было 2 замены, играли вообще поляки. Во второй раз пришлось играть мне, как бы старому больному человеку. И в этот раз, наконец-то, там, звезды так сошлись, что получилось, и мы поедем, попробуем, наконец-то посмотреть вообще, в принципе, на что мы способны в рамках такого турнира. Вы ешьте там, не сильно отвлекайтесь, вы здесь собрались на буткемп, у вас уже были буткемпы. Чем этот буткемп отличается? Это буткемп, опять же, перед главным чемпионатом, возможно, в вашей карьере. То есть вы впервые добрались. И после минора у вас был там небольшой перерыв, вы все сидели загорелые, понятно, да? У вас блок. Как вы отдохнули вообще? Где вы отдыхали? Ну, начнем, наверное, с Давкоста. Ну, на 2 недельки поехал на Кипр, позагорал, на машинке покатался, покупался, отдохнул, приехал, готов на бежать всем. Без всякого. Интересно, без на твоей индивидуальной форме вообще вот этот перерыв, он как-то сказался? Ну, в лучшую сторону только. В лучшую сторону. Я приехал, начал нормально попадать. А ты нормально попадать? То есть ты не перегорел? Ты реально отдохнул? Ну да. И чувствуешь себя офигенно? Ну, соскучился по игре, и это как-то отображается на моей игре. Я был у нас в Украине, в Карпатах, поднимался на Гаверлу, на самую высшую точку Украины. Ох, это Гаверла. Да, ну тяжело было, но прикольно, там наверху очень красиво. А ты там загорел?
Да. Ну, я Да. там еще отдыхал долго, был там 10 дней в Карпатах. 10 дней. Да, просто в отеле отдыхал, чилил. Но когда вернулся, то тяжело было, так грубо говоря, играть. Сначала вообще не получалось, а потом со временем вот на буткемпе уже набираешь форму, больше часов. Да он 30 налил первый, говорит, что нормально. 30 навел. Ну, нормально. Ну, у тебя вообще карьера игрока складывается не как у всех, не как у большинства. То есть ты как бы буквально, ну, недавно, можно сказать, да, протаранил ФПЛ, просто протаранил. Про этот момент тоже я хотел спросить. Сколько в день часов ты играл? Часов 13-14 где-то. А до того, как попасть на ФПЛ, в ФПЛ Стар? Ну, я туда не заморачивался вообще на этот счет. Я старался больше в командах играть разных, как-то пробовать на ланы ходить, а не в ФПЛ играть. Ну, не думал об этом. Поэтому, ну, меньше, чем на ФПЛ. Приглашению в Спирит ты обрадовался? Ну, конечно. Сильно обрадовался. Да. Вообще, как он быстро вписался к вам в коллектив? Я понимаю, у каждой команды есть свои приколы, свои шутейки и все такое. Это довольно быстро. Довольно быстро. То есть. Ну, как мне кажется, он сам был по-такому. Хорошо, каждый... Давайте сначала, перед тем, как я буду задавать уже такие более каверзные вопросы, где отдыхал ты? Я ездил в Туапсе к маме своей. Ну, родителей не видел уже год. Ну, именно мама была с бабушкой. Вот. А я по ним как бы скучаю за это время. И приезжаю так как год летом на море. Вот. В принципе, отдохнул 2 недельки. Пообщался с друзьями старыми. Я же там все детство провел, по сути. Вот. Я в 17 лет только переехал сюда, в Москву. В принципе, мне все понравилось. Я люблю своих друзей, всегда приезжаю к ним, и мы с ними там классно общаемся. Короче, твой внутренний софт зарядился, да? И софтик готов. Нет, кстати, я приехал после отпуска, вообще такой деревянный был, вообще спать не мог. Не мог. Вообще не мог. Сколько тебе понадобилось времени, чтобы разыграться и почувствовать игру? Ну, около 5 дней где-то. 5 дней. То есть, и как ты разыгрывался? Ты играл только с командой или очень Не, ну посмотри, мы же приехали, мы не сразу с командой играли, я так просто делал ГМчики, там, ретейк играл в основном. Это так. Вот. Ну, сейчас ты попадаешь. Ну, не совсем. Не совсем, но тогда приятного аппетита. Спасибо. Ну и опять же, Колди, где находился ты во время отдыха? Я ездил с друзьями в Египет на недельку. Что-то знает. Сноркел? Да, все, сноркел, дайвинг был, квадроциклы, ну все, по максимуму. Сколько метров погружался? Там метров до 10, там немного, потому что нельзя там больше определенного первый раз погружаться, потому что Да. там какой-то сертификат нужен. но Я знаю, я тоже просто недавно ездил. За Муреной плавал. Нет, я ездил с ката, обосрался немножко, ну, Местные в Египте, кто не знает, они инструкторы все, они обычно сначала говорят: ребята, если вы видите акулу, да, вы сразу же не обсирайтесь, а то акуле вкусно будет. Вот. Ну и самый у нас последний остался персонаж, друзья, крупный план. Это Дима Бандурка, это гроза китайских таксистов. Это просто позитивный чувак, отличный игрок. И где отдыхал ты? Хорошо, другими словами, сколько ночных клубов ты посмотрел? Один. Один, окей. Да ладно, 1,5 недели я где-то сидел дома, ничего не делал. Не с кем было никуда поехать, ни за границу, У никуда. тебя нет девушки, а фанатки? Я соло плеер. То есть ты соло-плеер, понятно. Вот. 1,5 недели я просидел дома, играл в КС, играл еще в какие-то игры. И под конец отпуска с друзьями мы поехали на фестиваль электронной музыки. С Люком поехал, еще там с районом друзья. Вот. Мы там пробыли дня 2. Всего? Да. Ну там 2 дня фестиваля идет. Фестиваль электронной музыки и Бандурка с Люком там 2 дня? Естественно. Ну 2 дня только длится. Поэтому... А автопати на неделю, не? Нет. Да куда, конец отпуска, все, приехал домой, и потом нужно буткемп. Ну, то есть ты особо сильно нигде не отдыхал, не отвлекался. Ну да. На игровой форме у тебя как-то это сказалось, нет? Ты не перегоришь? Да нет, наверное. Да куда, какая разница? Я как бы играю, мне кайф. Ну, ты соло-плеер, я понял. Блядь, ну, естественно. Сергеич, блядь! Парни, ну вот что сделать? Как вы их пропускаете? Давайте мы это не признаем.
Извините, Паля. Стали, стараешься. Мужики, до 2 мячей еще. 2 мяча выходят. Окей. SDY. 19. Я тут. Сори, что отрываем от матча. Общался в это время с вашим менеджментом. И можешь посмотреть туда. Привет, это он. Здорово. Герой ФПЛа. Затронули тему, опять же, вашего разнообразия в графике, в расписании. И, как я понял, ваш менеджмент сделал такой тайминг, что вы чередуете тренировки в Counter-Strike с небольшими перерывами, в которые занимаетесь спортом. И, соответственно, спортом ходите в зал, который у вас есть замечательный, ну, на базе, которая реально большая, офигенная. И, соответственно, созрел вопрос, вот как ты считаешь, насколько такой график помогает тебе или он тебе не помогает? Какие плюсы в нем есть и какие есть в нем минусы? Лично для меня я себя чувствую лучше, когда я в лучшей физической форме. То есть я играю в КС, соответственно, тоже лучше. Но это все напрямую связано. Но, в общем, каждый человек по-своему к этому относится. Кому-то просто удобнее 24/7 играть, не спать, и так тоже нормально. Ну вот, например, есть толстые игроки вроде меня, которым сложновато иногда бывает прийти в тонус. Есть игроки, которым сложно прийти в тонус, и они с виду в достаточно отличной физической форме, но, например, они не могут просидеть, проиграть 10 часов, потом еще раз проиграть 10 часов. Ну вот, мне кажется, должна быть какая-то мера в этом вопросе. И, например, даже тот же зал, качалка, вот это, качать тело, это можно перестараться, мне кажется, как, например, сделал Скрим. Твоя выносливость, например, все мы знаем, что на чемпионатах бывают задержки. Твоя выносливость, она справиться с тем, что, например, тебе придется играть 10 часов без перерыва, потому что на турнире была задержка, ваш матч перенесли 2 раза, времени, например, 2 часа ночи, и вы доигрываете последнее БО-3. Ну вот раньше было сложно, а на прошлом миноре все, грубо говоря, поменялось. Мы играли, когда финальный день за выход на мажор и финал против Ашер. Это нам дало большой буст. Мы сыграли 3 best of 3, получается. То есть вы не устали? На 9-й карте уже все, был конец. И мы уже поняли, надо что-то менять. И больше, то есть мы играли по 9 праков в день там. И вот эту 9-ю карту уже отработали. То есть мы готовы ко всему, вне зависимости от того, сколько будет карт. То есть потихонечку со временем вы приходите к тому, что становитесь, можно сказать, спортсменами, адаптируя это все под Counter-Strike. Да. Все правильно. Спасибо большое за ответ. Спасибо. Опа, Игорь. Я думал, я долго отвечаю. Закатил с Владимиром. Да я в тебя перейду. Ты в конце тоже не ответил? Я 2 не ответил. Это где Рэмбо, да? Вот последний я не читал. Я говорю, даже не читал. Нет, я не увидел даже. Ну, короче, пацаны, хорошая игра. Но мне пора валить. Пора валить, пора лететь, пора ехать. И перед этим, конечно же, я с вами со всеми должен попрощаться. Спасибо, что доехал. Спасибо за отличнейший день, реально. Очень позитивная атмосфера. Да, дядя Бандурка. До Шанхая. До Шанхая. До Шанхая. И все такое.